Всем привет! Я рада, что вы зашли ко мне на канал, и сегодня мы с вами нарисуем вот такую картину. Она будет завершающей из цикла уже подобных картин, которые вы сейчас видите на экране. Ссылки на них, на мастер-классы я тоже оставлю в описании. И перед началом, как всегда, хочу напомнить подписаться на мой канал и нажимать колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о новых видео, а также заглядывайте в мой инстаграм и группу ВКонтакте, все ссылки будут в описании. Итак, так как у нас уже было два мастер-класса с подобной темой рисунка, то я не буду очень подробно останавливаться, долго рассказывать. Просто буду произносить основные моменты, основные смешивания красок, как, например, для неба это белила и бирюзовый цвет. Сейчас я перехожу к горе, которая на заднем плане, вдали. Использую синтетическую круглую кисть, размер единичка. В смесь, которая была до этого для неба, я добавила капельку синей краски и начинаю намечать темные участки. Так же, как и в предыдущих уроках, я развожу краску водой, чтобы сделать более плавные переходы от цвета к цвету, и местами я размываю цвета. Для гор я буду использовать коричневую краску, сиену натуральную, немного фиолетовой, красной, местами даже желтой и зеленой. И гора, которую я сейчас рисую, которая слева, она будет светлая, а гора с правой стороны будет как будто бы в тени, поэтому там будет очень много черного, темно-синего. Мы не прорисовываем особо детально, делаем просто хаотичные мазки, намеки. Если вам сложно сразу так нарисовать горы, то советую вам посмотреть предыдущий урок, который был разделен на две части. Ссылка на него как раз есть в описании. Там в первой части я более подробно рассказываю, как рисовать горы. И сейчас постепенно переходим к горе, которая находится справа. Для нее я использовала уже плоскую синтетическую кисть, потому что гора больше и мазки на ней я делала более крупные, так что кисть единичка мне уже была не нужна.
С помощью зеленого цвета закрасим землю. Также на нее добавляем разных оттенков: желтого, оранжевого, можно коричневого. В тенях добавить синий цвет, чтобы она не выглядела слишком плоской. Теперь нам надо наметить деревья, которые вдали. Я использовала для этого уже закругленную кисть. Размер можете взять 6, например. Просто смешайте зеленую краску с черной и наметьте основу, а затем добавляйте аккуратными движениями солнечные какие-то блики с помощью зеленого, желтого цвета. Теперь сразу закрашиваем воду, используем также белила и бирюзовый цвет, а потом уже будем переходить к небольшому островку, который у нас остался с правой стороны. Чтобы потом про него не забыть, сразу наметим отражение горы в воде. Используем для этого синий, черный, зеленый цвета. И как делать отражение, я также говорила уже в предыдущем уроке. Ну, точнее, как я делаю отражение. Вы можете, конечно же, делать по-своему. И вот теперь закрашиваем наш островок. В принципе, работаем с ним так же, как с землей, которая на заднем плане. Не забываем потом также добавить деталей, чуть-чуть затемнить по краям островов. Можете использовать темно-зеленый цвет для этого. Вот сейчас на видео я как раз это делаю. И также добавить на воду такие белые блики. Все это можно сделать с помощью плоской кисти, либо кисти единички. Снова возьмем круглую кисть и добавим еще немного зелени, деревьев. И завершающий этап в этой работе — это также растения, травинки вот тут в самом низу картины. Для начала намечаем все смесью зеленой краски с черной, а потом уже с помощью небольшой кисти можете прорисовать детали, добавить туда разноцветных цветочков. На этом я закончу объяснение. Вы можете прорабатывать картину столько, сколько вы хотите, добавлять туда каких-то своих интересных деталей.
Вот такая работа у меня получилась. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и Инстаграм, выкладывайте свои работы в группу ВКонтакте. Не пропустите новые видео. Пока-пока!